Привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, мы продолжаем заниматься нашим проектом Мазокран. К нам присоединились наши зрители, наши друзья, которые помогают нам и которые неравнодушны к тому, что мы делаем. А именно на заднем плане сейчас Никитос, он бомбит как раз вот кабину. Да, он говорил, можно все что угодно, только не малярку. Я говорю, ну Никитос, что поделаешь, придется тебе помучиться здесь. Коль уже приехал в гараж, значит надо помучиться. Вот, ну, начнем мы с кабины, зачистим кабину. Наша основная задача подготовить ее под покраску. С большего зачистим, подровняем, и МАЗ будет выглядеть очень красиво. Так что серия, как обычно, будет крайне интересной. Вы обязательно не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк. Вам всем приятного просмотра, но мы работаем. Здесь уже пройдено вот такое примерно качество, то есть с большего зачищаем. Не надо здесь, даже Никитос уже сильно здесь заморочился. Сильно не надо, чуть-чуть перетерли, чтобы не так ощущалось вот это вот переход краски в царапинах. Вот, то есть, ну, сейчас пройдемся, и Мазерати будет красавчик. Ну что ж, прошлись мы по передней части МАЗа. Все, в принципе, получается. Хорошенько так подзачистились. Вот так же с этой стороны прошли. Все зачищено. Здесь тоже зачищено. Все в аккурате. Но еще не все. Нам нужно еще зачистить всю крышу. Именно вверху, видите, там очень много ржавчины. Вот, я ее возьму и, наверное, буду проходить коралловым кругом. Завтра с утра приду и займусь. Кораллом пройду все, чтобы выглядело все там аккуратно. Чтобы нам не переживать там за ржавчину. Потихоньку зачищаю, но у нас опять проблема с осами, друзья. Блин, где-то гнездо. Прям вот так кружат вокруг меня, уже 6 штук кружат. Ну невозможно. И что с ними делать? Я видел, что они залазили вот сюда. Ну блин. И вот там вверху тоже пытаются залезть, я так понимаю. Пока не знаю, туда доступа нет. В эту часть МАЗа. Разбирать панель только если. Ну посмотрим. Сейчас буду дальше чистить вот этот брыш. Мне чуть-чуть осталось. И тогда будем решать дальше, что с ними делать, с этими осами. У нас идет оклейка полным ходом. Сейчас взял ключики снимать дворники. С этой стороны оклеились. И будем красить кабину. Почему кабину? Потому что начали ее зачищать, и краску я еще с магазина не забрал, а эта краска у нас есть. Поэтому задуем кабину, а потом уже будем докрашивать стрелу. Ну, вот такой вот план. Все, работаем. Сзади здесь тоже уже все заклеено. Сейчас я возьму еще наждачку, буду проходить места, которые не дочистили. Друзья, мы начали покраску. Наконец-то обезжирили, зачистили. Целый денечек, но вроде получилось. Работаем.
Да, вот и полетели, Дима. Хорош. Все забываю, друзья, вам рассказать о своей маленькой задумке. Галя давно просит: Дима, давай купим электричку. Я тоже присматриваюсь, но пока что с опаской. А самое главное, что в ближайшее время будущее явно за китайскими машинами, друзья. Но их настолько много, что разобраться очень-очень непросто. Но для меня сложился топ-3 авто, а именно, что я рассматриваю себе, покажу вам на дроме. Это Lysian 6, но там бюджет не маленький, и это гибрид. Я больше, конечно, хочу электричку. Voya Free тоже интересная машина и достаточно ликвидная, но опять-таки гибрид. А вот очень внешне мне нравится Geely EX5. Он и по деньгам в бюджете, и полностью электро, что для меня очень важно. Сейчас еще полажу по отзывам на дроме и вскоре сделаю выводы. А какую бы из этих тачек выбрали вы, друзья? Делитесь обязательно в комментариях, а за авто идите на дром. Доброе утро, друзья. Вчера срочно мне пришлось уехать. Первый взгляд на Мазевича нашего. Наш Мазерати. Ух, бляха, как он залился. Хорошо. А? Красота. Вообще не ожидал я. Красочка легла. Вчера пришлось уехать. Просто уже вообще не успевал ничего. Вот, нужно было съездить там к бате в больницу. Наверняка он смотрит это видео. Пап, тебе скорейшего выздоровления. Вот, так что сейчас приехал, расклеить его нужно в оперативном порядке, иначе потом это может быть уже сложнее. И куски краски вот эти вот со скотча, они тогда летят и ложатся на свежую краску. Этого нельзя.
Ну, сейчас расклею по-быстренькому. Вот. И МАЗ будет еще красивее. 100%. Ну, кое-где какие-то мухи. На крыше там вверху вообще осы начали выползать из гнезда. Я туда им вовнутрь краски дунул, они успокоились. Но есть вот подтек здесь неприятный. Это где я ос здесь гасил и подтек нарисовался. Но неважно, он несколько раз помоется и уже будет совсем по-другому смотреться. Не так бросаться все эти косячки в глаза. Ну а так, мне кажется, вообще огонь. И залито хорошо. Не знаю уже, как там внутри. И внутри нормуль. Когда мы подкрасим все черным, это будет смотреться все совсем по-другому и будет более приятно для глаза. Вот. Щитки тоже зачистил, видите. Вот, ну задуем их, задуем. Там понедельник, вторник продолжим заниматься нашим МАЗом. Кабина на мазокране нашем покрашена, и я забрал краску. И сегодня мы продолжим заниматься желтой краской, а именно будем красить стрелу. Сейчас я зачищу чуть в начале, там в самом стрелы, немножко надо подправить, там старые остатки краски. Вот, и после этого нам нужно зачистить грунт и будем пробовать наносить краску. В этот раз я попробую ее не разбавлять, я попробую чуть по-другому. Знаете, ну... Возможно, я накосячил с краской, а краска на самом деле нормальная. Поэтому сегодня будем продолжать эксперименты. Но краски предостаточно. 3 литра еще взял. И нам этого точно хватит, чтобы залить стрелу. Ну, 100%. Вот, так что такая задача на сегодня. Если удастся это сделать, завершить вот эту покраску со стрелой, я буду доволен. Работаем. Здесь сейчас обезжиримся, пройдем, там тоже обезжиримся. И будем замешивать желтую красочку, нашу любимую, которая очень плохо перекрывает все эти косяки. Все, друзья, закончил. Желтая краска закончена. Но все равно пытался я с этой стороны, вот конкретно если я взял густую краску, не размешивал ее, прям, блин, густую красил, ложилась шагренью. В итоге все равно, ну, есть вот такие моменты неприятные. Нижний слой краски подтекает. То ли особенность какая-то этой краски. Здесь тоже пошел вот так. Ну вот я красил мипой. Ну, блин, ничего здесь нигде не плывет, нигде никаких не подтеков. Все лежит идеально. Кстати, вы наверняка распереживаетесь, что будет опыл желтый. Но поверьте мне, это ничего страшного нету. Потому что пару раз помоешь эту машину и абсолютно не будет чувствоваться, что здесь какая-то была дополнительная рядом покраска. У меня, к сожалению, пакета не оказалось, чтобы накрыть кабину, но это не проблема. То есть, ну, вообще не проблема. Не переживайте за это. Ну, а тут
Стрелу эту тоже покрасил. Крюк, где смог, где подлез, тоже подкрасил. Но хочу его красить красной краской. Также здесь нужно нанести полосы, нам, помните, на стрелу. Ну, наверное, желто-красные будем делать. И здесь на порах. Ну, посмотрю еще, как будет красиво. Подумаем потом. Вот, также надо оперативненько покрасить нам вот эти вот места, потому что они здесь у нас зачищены, но не закрашены. И пока дождей нету, наверное, будем этим заниматься. Задуем черный цвет, потому что пойдут дожди, потом нужно будет ждать очень долго, чтобы все это высохло. Ну а так, мазокран наш преображается. Ну и сюда, наверное, нанесем надпись Custom Track, как думаете? Или все-таки оставим оригинал КС? Посмотрим. Что-то я в раздумье. Но, наверное, зададим нашим зрителям вопрос в телеграм-канале. И, я думаю, найдем правильное решение. Ну а так, ну, конечно, красиво он смотрится. Красиво. Цвет, знаете, стал так, как на Мерседесе. Цвет стал таким насыщенным желтым. И, в принципе, мне нравится. Потемнел. Ну что, друзья, продолжаем наш мазокран. Ё-моё, как я устал от покрасочных работ. Мой нос в шоке. Но ничего не поделаешь. Надо работать, надо его уже добить до ручки. Доделаем, будет просто красавец. Желтая краска высохла, все четенько. По оттенку ничего не отличается, все отлично. То есть краска совпала, ну это в принципе логично. Вот, ну начинаем краситься. Медленно, но уверенно, потихоньку. Начнем с верхней площадки, потом спустимся вниз. И все у нас будет красиво. Продолжение наших работ по мазу. Мы занимаемся сейчас, вот я буду изготавливать трафарет для нанесения решетчатой разметки, а также параллельно будем красить наши щитки. Вот, тоже их нужно покрасить. Внутри крылья и внутреннюю часть кабины обработаем антиржавчиной такой специальным составом. К нам присоединился наш зритель Андрей. Андрей, поприветствуй всех. Привет. Вот, и он нам помогает здесь немножко. Это откуда, с какого ты города? Киров. Киров. Область. Да, так что всем нашим зрителям из города Кирова, Кировской области, огромный привет. И спасибо за помощь. Ох, ветерок сегодня. Надо поспешить нам покраситься, потому что завтра вроде бы уже могут быть дожди. Вот, поэтому сейчас сделаю трафарет. Нам нужно нанести красные полоски туда, крюк покрасить красным. Вот, и нанести желтые полоски на вот лапы опор. Друзья, раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточены передовые производства, около 90% мировой электроники. Почему же мы читаем на коробках техники Case Guru создана в Тюмени? В Тюмени мозги и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик, экспериментируют с материалами и вводят свою нейромодель сенсора для смарт-часов Case Guru. Глава компании Case Guru Вадим Боков лично контролирует разработку. В народе Вадима прозвали Тюменский Илон Маск.
Маск. Тюмень – это инженерия, гарантия и ответственность. Китай – масштабирование производства. Так получилось, тюменские часы Case Guru с рекордными характеристиками. Продаются только напрямую у разработчика. У тюменских смарт-часов Case Guru Nova изогнутый дисплей, лучшие углы обзора, информация видна при разных положениях руки. У аналогов зачастую обычные плоские дисплеи. У Case Guru Nova прокачанный динамик и микрофон. Качество звука при разговоре как в смартфоне. Тюменские часы Case Guru Sport 2 Full HD дисплей, как у телевизора. Рекордная четкость, виден вне зависимости от особенностей зрения. У Case Guru Sport 2 гибридный корпус 2 в одном, устойчив к царапинам и повышает стабильность работы датчиков. Тюменские часы Case Guru Classic 2 премиальный аккумулятор с замедленным старением. Рассчитан на срок до 7 лет работы, это в 3 раза дольше аналогов. У Classic 2 более 150 спорт-режимов. Мировой рекорд. Больше режимов, точнее замеры. И точнее рекомендации от умного алгоритма сенсора. Выбирайте тюменские смарт-часы Case Guru по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод TRACK2608 на скидку до 1000 рублей. Все, подножки покрашены. Немножко есть косяки, но в целом красиво и аккуратно. Следующая задача, где мы сейчас накосячим, это желтые полоски вот по нашим аутриггерам. Ну, угол возьму, наверное, параллельно вот этим скотчу наклеенному. Я думаю, будет оптимально. Пробуем. Пойдет такой угол? Пойдет, куда он делает. Ну как? Слишком узкие. Да? ГОСТ знать. Угол какой-то странный был. Пойдем. Смещение. Чей мячик? Все вышло красиво, за исключением вот там накосячил я. Блин, неприятно, но в остальном все красота. Вот. Везде нанесли. Просто завод будет теперь. Нам нужно будет еще теперь сейчас пройтись красным цветом вот эти вот места. Очень опасные, которые поворачиваются. В передней части покрасить красным тоже полоски и сам крюк. Вот, чтобы не биться головой о него. Но так выглядит все уже вообще симпотно.
Красота. Самое интересное — это финальная часть черного цвета. Подкрашиваю. А почему подкрашиваю? Потому что решили исправить косяк, который я наделал. И наделали еще больший косяк. Как всегда это бывает. Показать вам? Вам, наверное, будет интересно. Сейчас покажу. А вот так теперь выглядит наш аутриггер. Ага, видали? Наклеили скотч, нанесли черную полоску. Думали, сейчас отклеим скотч. Ну, отклеили краску желтую. Спешка, она нужна только в двух случаях. При ловле блох, а второй случай вы напишите в комментариях, я думаю. Goodbye. И слезы на глазах блестят, как никогда. Андрюх, как у тебя настроение? Ты уже домой собираешься? Понятно. Молодец, Андрей. Капошится с нами, никаких забот. Счастливейший человек. А, говорит, поеду через час. Ай, поеду завтра. Вот так нужно по жизни идти. Покрасил я стойки зеркал. Установили поворотнички. Андрюха наводит лоск. Здесь тоже зеркало установили. Ну, Мазератти, блин, красавец, красавец. Превращается в настоящий МАЗ. Но еще есть нюансы. Нужно подкрылки покрасить. Это я займусь уже после обеда. Поставить фонарики, собрать. Ну, много еще мелочевки. Наносим антикоррозийный состав на внутреннюю часть кабины. На улице 30-ка, не обращайте внимания. Я уже хожу как вялый помидор. Очень жарко. Обработал я и низ. И теперь хочу разобраться уже с аккумуляторным ящиком. Вот, потому что не можем запустить, не можем покрасить крюк. Уперлись в эту проблему. Поэтому доделываем аккумуляторный ящик. Я его уже поставил, там просверлил отверстие, нужное нам для крепления. И сейчас вот хочу их покрасить. Ящик и крышку. Вот, и закинем. Ну вот, закинул ящик я, закрепил все, болтики закрасил и покрасил крышку тоже. Но аккумуляторов пока что нету, надо заряжать. На АТСе отгорела клемма, вот, и с аккумуляторами у нас прям напряженка трындец. Что еще по мазокрану? Покрасить черным резинки на кукушнике. И пройтись резинки тоже на самом мазе. И помыть стекла на мазе. И заменить фары. Вот. То есть, ну, работы еще порядком, но уже не так много на самом деле. Потом запустить маза, поднять кран, покрасить крюк, нанести красные полосы. Все. По сути, все будет готово. Установить дворники еще. Ну, можно сказать, что почти. Ночью прошел дождик, и сейчас наша задача поднять стрелу, поднять крюк и докрасить там переднюю часть. А также поменять фарки. Аккумулятор один ушел в АТС, к сожалению. Вот, поэтому поставим вот этот и еще один маленький. Но, надеюсь, запустимся, потому что слабоваты они, слабоваты. Здесь водичка у нас стоит, да? Да. Ой, ну сегодня хоть свежо, друзья. Хоть свежо. И можно работать, потому что до этого, ну, это был просто какой-то трэш.
Вот, невозможно было. Такая жарища, постоишь, ну, полчаса, и ты уже все, сил нету. Ну красота, не правда ли, а? Просто прелесть. Один косячок есть маленький, но вообще это ни о чем. Цвет, вы знаете, я думал будет покраснее. Он, блин, какой-то розоватый немножко. Но ничего страшного, стрела тоже очень хорошо получилась. Так что продолжаем работать дальше. Ну вот, совсем другое дело. МАЗ еще чуть-чуть преобразился. Продолжаем работать. Сейчас займемся резинками. Их тоже нужно все привести в порядок. Еще немножко мы продвинулись, покрасил внутри кабину, полностью прошел, ну так уже не обклеивал, знаете, с большего, чтобы просто не было ржавой. Вот, и прошел все резинки на стеклах, теперь наш мазокран выглядит совсем по-другому. Вот, аккуратненький, видите, черненький, все красиво. Вот, следующий этап, это нужно помыть стекла и установить задние фонари. И в принципе все будет готово. Фонарики для нашего МАЗа. Огромное спасибо Николаю, который постоянно нам присылает вот такие вот
подарки, можно сказать, которые мы используем в наших проектах. С левой стороны у нас есть крепление, а с правой стороны, к сожалению, оно не выжило, поэтому нам придется изготовить. Ай, красота! Всегда вот такие последние штрихи, они, конечно, имеют свою такую специфическую атмосферу. Когда ты уже все, финальные аккорды. Ты понимаешь, что ты сделал очень много работы, которая будет радовать глаз. Прелесть. Так, отлично. Отлично. Ну вот. Красота! Ну ведь красота! Сейчас еще поставим фонарь заднего хода. Все четенько. Мне всегда было интересно, друзья, была ли возможность у людей в СССР просто купить на заводе вот такой, например, МАЗ или КРАС и на нем ездить или там использовать в своем хозяйстве. Насколько это было доступно? Мне очень интересно. Если у вас есть какие-то истории с этим связанные, я уверен, что у нас старожилы канала есть такие, у которых были при СССР свои машины. Я имею в виду 85-й год, там 88-й год. Вот, когда человек просто купил машину себе грузовую, и она у него была там в хозяйстве. Я не знаю, вот возможно это было или нет. Мог ли человек себе такое позволить? Напишите в комментариях, если у кого-то есть такой опыт. Буду признателен. Хотел запустить МАЗа нашего, посмотреть там проводку. И, вы знаете, понял, что у нас полностью высаженные аккумуляторы. Я сначала не сообразил, думал, выключатель массы накрылся. Потом начал смотреть, взял тестер, пощупал. Оказывается, в ноль высаженные аккумуляторы. Видимо, я когда-то забыл выключить зажигание и просто оставил вот так вот. И лампочка горела всю ночь, там несколько дней, наверное. Это ужас, бедная лампочка. Вот. Сейчас поставим зарядку и будем полностью заряжать наши два аккумулятора эти. И в этом моменте хотелось бы поблагодарить компанию Аккумулик, которая нам помогла с аккумуляторами. И у нас теперь два аккумулятора новеньких абсолютно. Я, к сожалению, их поставил на Volvo, потому что нужно было срочно ее отогнать. Соседи там красили буса. В любом случае, парням из Аккумулик Бай огромное от души спасибо. И если вам, друзья, вдруг нужны аккумуляторы, то обращайтесь аккумулик.бай. Очень приятно, что парни постоянно нас выручают, но нам всегда не хватает аккумуляторов все равно. У нас очень много единиц техники, и содержать ее всю с аккумуляторами это практически, наверное, невозможно. Но в любом случае, огромное от души спасибо за такую помощь. Друзья, по многочисленным просьбам мы, естественно, наклеим Custom Track и кран КС 3571. Зрители в Телеграме проголосовали, я сразу же заказал наклейки и сейчас бахнем их. А помогут нам наши подписчики. Ура! Всем привет! Вы откуда? Мы из города Тихвина, Ленинградской области. Вот, так что Дмитрию. всем зрителям с города
Тихонова. Тихвина. Всем зрителям с города Тихвин огромный-огромный привет. Вроде ровно. Ну, сейчас еще перепроверим. Правильно? Мне кажется, или надпись чуть-чуть криво. Напишите в комментариях. По-моему, ровно. Или камера криво. О, вот теперь ровно. Ответственная работа, друзья. Будем сейчас без скотча пробовать. Как-то вот так. Ну как, ровно? Чуть-чуть правую сторону вниз. Вот так, да? Да, примерно так. Вот так, да? Да, пойдет. Так, например, да? Потом типа вот так. Да. И прикатывать потихонечку, чтобы она не уходила. А теперь надо ее нижнюю тоже подгибать, чтобы одновременно вытягивать. Оно вот так Вытягивать и ложиться сразу, она ровно Ну, рядом. вроде все хорошо. Рабочая схема. Идеально. Рабочая. Кран еще преобразился. Огромное спасибо нашим зрителям, которые нам помогли. Огромное-огромное спасибо, друзья, каждому из вас, кто приезжает и нам помогает. Естественно, любая помощь приветствуется у нас на канале. Ну, красавец кран, блин, красавец, красавец. Друзья, я не просто так стою на фоне нашего мазокрана, но машина преобразилась, однозначно. Я очень сильно переживал, насколько получится у нас все сделать, но результатом очень доволен. Проделано очень много работы, намучился от души, но результат радует глаз, и это самое главное, и будет нас радовать еще и в ближайшее время, однозначно. Благодаря в том числе вашей какой-то поддержке, вашему такому напорству, знаете, что Дима, нужно доделывать все проекты до конца. Мы доделываем потихоньку наши проекты, и в том числе кран. Вы много мне писали, давай доделывай кран. Мы его доделали. Теперь он будет работать и постоянно нас выручать, как и раньше, в принципе. Каждого из вас я хочу поблагодарить от души за поддержку, за теплые слова, за все то, что вы пишете в комментариях. Ну и, конечно же, каждому из вас пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Друзья, делайте добро, помогайте друг другу, и оно вернется к вам в 10 раз больше. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.